Сегодня говорим о романе Терезы Ракен Эмиля Золя. Он служит, можно сказать, такой предысторией к циклу 20 романов «Фургон Макары». Если вы читали романы из этой серии, обязательно пишите в комментариях, какой вам больше всего понравился. Тереза Ракен – это психологический роман о молодой женщине, которая живет в тихой, но душной провинциальной среде и оказывается в ловушке несчастливой семейной жизни. Ее родители умерли рано. Ее отвезли на воспитание к тете. А у тети был свой сын, больной мальчик, Камиль. И потом Терезу и Камиля поженили. И, естественно, брак был несчастливым. Тереза чувствует себя подавленной однообразием существования и отношением с близкими. И вдруг в ее жизнь входит человек, который пробуждает в ней сильные эмоции и желание вырваться из привычного мира. И постепенно спокойная на первый взгляд жизнь героев превращается в историю страсти, ревности, морального выбора и тяжелых последствий. Я бы сказала, даже морального разложения. Роман этот не о любви, потому что отношения между Терезой и Лораном, Лоран — это ее любовник, который становится вхож в их дом, он происходит от скуки. Потому что изначально это просто увлечение. Лорану Тереза даже не очень нравится. Но он рассуждает о том, что для любовницы она вполне подойдет. То есть такой вот уже подход натуралистичный. Она, истосковавшаяся по каким-то эмоциям, потому что ее муж Камиль так и оставался больным на протяжении всей жизни и не вызывал в ней никаких эмоций, наконец получает то, чего ей не хватало. Сама мадам Ракен, которая изначально считает Терезу и Лорана прекрасными людьми, она только в конце жизни узнает о том, кто же они на самом деле. За это произведение Эмиль Золя получил огромное количество критики, потому что он вытащил самые низменные качества человеческой души. Показал, что может стать причиной убийства. Как будто бы он был таким патологоанатомом, показывающим последствия болезни. А в данном случае последствия болезни человеческой души и то, как это проявляется на физиологическом уровне. Эмиль Золя писал в жанре реализма и был главным создателем натурализма. И главные принципы натурализма Золя — это в первую очередь научный подход и теория наследственности. То есть Золя верил, что характер и поступки человека жестко предопределены его генетикой и физиологией. Ну и, конечно же, в дальнейшем социальной средой, в которой он вырос. К слову, писатель предвосхитил интерес к этой теме, потому что генетика как наука еще не развилась на тот момент, и он опирался только на догенетические ранние теории наследственности. Еще один факт — это абсолютная объективность. Автор выступает в роли бесстрастного наблюдателя. Он не судит героев, он не читает мораль, он не говорит, кто плохой и хороший, а лишь фокусируется на фактах. И еще один момент — это внимание к низким темам. Натурализм открыто, детально показывает то, о чем раньше было принято молчать. Тяжелый физический труд, нищету, алкоголизм, пороки, болезни и физиологию человека. Тереза Ракен – книга, которая читается очень легко, но в то же время она мрачная, грузная, страшная и не оставляющая никакой надежды на хороший исход. Лучом света в этой книге оказывается только наказание всех героев за свои ужасные деяния. Самая низкая природа людей показана почти в каждом из действий. И, как я считаю, там нет хороших героев. Камиль – это эгоистичный, вялый, болезненный и абсолютно слепой происходящему вокруг. И с точки зрения натурализма Золя, его поведение полностью продиктовано слабым здоровьем и чрезмерной опекой матери. Мадам Ракен проходит путь от любящей, но удушающей своей заботой женщине. И потом она становится парализованной, немой мстительницей. С точки зрения натурализма, ее слепая материнская любовь – это одна из причин трагедии. Гиперопека, она буквально избаловала вот этого болезненного Камиля, сделав его эгоистичным и беспомощным. Гиперопека, конечно, ни к чему хорошему не приводит. Ее вот деспотизм под видом доброты, то есть не спрашивая мнения Терезы, она выдала ее замуж за Камиля, просто для того, чтобы у ее сына была бесплатная и верная сиделка на всю жизнь. Конечно, мещанская слепота, она живет в мире тихих семейных вечеров, домино и
торговле и думает, что вроде бы все хорошо. Она абсолютно не замечает ни страсти, которая кипит между Терезой и Лораном, просто у нее под носом. То есть она абсолютно слепа к происходящему. А сама Тереза – это молодая женщина со страстным, сильным характером, запертая в этой душной мещанской среде. И с точки зрения натурализма, Тереза – это человек-животное, чьи бурные природные инстинкты были долгое время подавлены, но в итоге вырвались наружу с совершенно разрушительной силой. И встретив Лорана, такого крупного, сильного и физически развитого мужчину, Тереза впервые отдается своим инстинктам. И между ними вспыхивает дикая животная страсть. Именно это и приводит их к убийству Камиля. Сама Тереза становится соучастницей. Ради свободы и возможности быть вместе с Лораном она соглашается на план убийства Камиля. А во время прогулки на лодке она безмолвно одобряет преступление. Сам Лоран в концепции натурализма Золя он олицетворяет такой кровяной темперамент. Это крупный, сильный, но очень ленивый и глубоко эгоистичный человек. Человек-животное, движимый исключительно жаждой физического комфорта и покоя. Он абсолютно не любит людей, живет своей какой-то странной жизнью, ждет, что его отец быстрее умрет, потому что он должен оставить ему наследство. Очень боится, что он перепишет это наследство на другого брата. Сам Лоран хочет найти во всем выгоду. И, конечно, кроме страсти и желания получить ту самую выгоду, он ничего не испытывает и к Терезе тоже. Поэтому ни о какой любви мы тут говорить не можем. К тому же такие люди и любить-то не умеют. У них совершенно другие качества, которые с любовью и хорошими душевными порывами, как сейчас модно говорить, не мэтчатся. Убийство Камиля служит развязкой всей предыдущей жизни героев, в которой жить никому уже невозможно. И поэтому происходит такое страшное событие. Но люди с низкими моральными качествами думают, что после этого они смогут жить счастливо и хорошо. Они хотят, чтобы им осталось наследство, чтобы они потом поженились и были вместе. И вот будут вести такую отличную, выгодную для них обоих жизнь. Но получается, естественно, совершенно иначе. И они начинают очень сильно страдать и постепенно просто ненавидеть и сжирать друг друга. И очень интересно то, что в их жизни-то все получается по плану, как они и задумывали. У них очень легко получается убийство, дальше наследство на них переписывают, они женятся совершенно практически без препятствий. В глазах окружающих они очень положительные, любящие друг друга люди. Весь план их реализовался. Но как только это реализовывается, жить этой жизнью становится невозможно. Тереза и Лоран практически начинают друг друга съедать. И здесь опять проявляется вот этот натурализм, потому что им физически тяжело быть рядом. И, конечно, никакого наслаждения браком не происходит. И в итоге это все приводит к тому, что главным желанием становится убить уже друг друга. И интересный момент здесь, он решается ее отравить, а она хочет его зарезать. Мне это немножко напомнило Ромео и Джульетту, но просто потому, что они решили использовать эти же средства для того, чтобы уйти из жизни. Конечно, с любовью Ромео и Джульетты эта книга не имеет ничего общего. Это просто моя личная ассоциация. Сам роман отлично показывает природу человека и причинно-следственные связи, как все то, что происходит в детстве, потом отражается на взрослой жизни человека. И как невозможно получить что-то благополучное для себя, совершив ужасный поступок. Золя очень красиво и действительно натурально все это описывает. Он показывает вот эту натуральность, вот труп, как умирает плоть человека, как вообще исчезает жизнь. Описывает прекрасно кошмары, которые происходят ночью, как этот Камиль приходит и к Лорану, и к Терезе. Он описывает парализованную женщину, вот эту мать Камиля. И вы, читая книгу, просто все это ощущаете. Я не могу сказать, что ее захочется перечитывать, потому что она действительно очень мрачная и тяжелая. Но язык бесподобен, очень хороший перевод книги. Очень легко читается. Вам просто хватит пары дней или одного дня. Вот если вы вспомните книгу «Скорбь сатаны» Марии Корелли, там не единожды идут отсылки к Эмилю Золя. Наиболее яркое упоминание происходит в то время, во время беседы главного героя, начинающего писателя Джеффри Темпеста, с самим князем, то есть с сатаной. Обсуждая, как завоевать популярность у современного читателя в Лондоне,
Лючо с иронией говорит: если бы ваша книга была смесью Золя, Гюсмана или Бодлера, или если бы имела своей героиней скромную девушку, которая считает честное замужество унижением, то вы могли бы быть уверены в успехе в эти дни новых Содома и Гоморры. То есть автор все время критикует Золя, вот Золя в том числе. И, кстати, его критиковали очень многие, например, Толстой. Могу сказать точно, что книга разовьет ваш эмоциональный интеллект, потому что во время ее прочтения у вас будут возникать самые разнообразные картинки. И именно та самая натуральность, в которой все происходящее описано, останется просто ощущениями в вашем теле. Читайте и перечитывайте классику. Она вам многое покажет и расскажет. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока!